Привет всем, кто совершил удачный клик и присоединился к нам. Немного расскажу о канале. Здесь мы будем делиться с вами полезными лайфхаками и функциями в Excel и PowerPoint. Постараемся объяснить, казалось бы, сложные вещи простым и понятным языком. В данном видео мы разгадаем тайну функций VPR и GPR. Следуя методу дедукции, мы разложим данные функции на составляющие, выясним их роль в общей схеме, а также применим полученные знания на практике, разгадав несколько задачек. Так давайте же скорее приступим к делу. Для начала посмотрим на состав компонентов функции VPR. Если вы подумали, сейчас начнется лекция, то спешим вас обрадовать, что это не так. Мы не хотим пересказывать учебники или саму программу. Наша миссия заключается в другом. 3 вопроса, 3 ответа. Итак, VPR. Начнем с первого вопроса «что?». То есть, что одинаково, похожего в двух таблицах. Следующий вопрос «где?». То есть, где находятся искомые мною данные, диапазон таблицы и конкретный столбец. Ну и заключительный вопрос «как?». То есть, как точно мне нужно знать ответ, абсолютно или приблизительно. Такая же история и с GPR. Повторять основной состав компонентов функции нет смысла, он такой же. Но главное запомнить одно. VPR вертикаль, а GPR горизонталь. А теперь перейдем к практике и рассмотрим на деле эти пугающие на первый взгляд сочетания букв. Наша первая задача связана с поиском конечной стоимости улики, которую мы найдем с помощью VPR. Сразу предупреждаю, смотрим строго по вертикали. У нас есть две, казалось бы, совершенно разные таблицы, но если посмотреть внимательно, то у них есть нечто общее, а точнее колонки B и J. Хочу обратить ваше внимание, что для VPR необходимо совпадение. Он не будет работать без одинаковых данных и подтягивать нужные значения. Итак, встаем в ячейку D2 и начинаем прописывать формулу. Не забываем про равно, то что каждая формула начинается со знака равно. VPR. Excel нам показывает компоненты, которые необходимо заполнить для функции VPR. Первый компонент – искомое значение. В нашем примере это пена для ванны, так как она имеется и в первой таблице, и во второй таблице. Второй компонент – таблица. Нам необходимо выделить диапазон, в котором будет происходить поиск значений. Важно отметить то, что первый столбец данного диапазона должен содержать искомое значение, а подтягиваемые значения находиться правее. Также необходимо зафиксировать данную таблицу, чтобы значения искались по всей таблице, а фиксируем ее с помощью клавиши F4, которая устанавливает доллары. Третий компонент – номер столбца. Считаем улики. Первый столбец, цена – это второй столбец. Указываем 2. Интервальный просмотр. То есть, как будет искать данное значение, приблизительно или точно. Нам необходима точная цена. Ставим 0. Закрываем скобку и жмем Enter. Двойным щелчком мыши протягиваем данную формулу. Так как задача была найти итоговую стоимость, то количество умножаем на цену. Протягиваем данную формулу. Поздравляю, первая задача решена, едем дальше. Во втором примере мы будем искать стоимость доставки курьера, который в данном случае является подозреваемым. Мы также имеем две таблицы, но в отличие от первого примера у нас нет точной стоимости конкретного веса доставки, указанного в столбце C. Поэтому формула VPR в данном случае имеет такой вид. Искомое значение – вес товара, так как он есть и в первой таблице, и во второй таблице. Таблица. Выбираем диапазон, фиксируем его. Номер столбца 2. Интервальный просмотр. Так как мы не знаем стоимость доставки для конкретного веса товара, то нам необходимо узнать приблизительное совпадение.
Протягиваем данную формулу. Проверяем. Вес доставки 1300 кг. Стоимость доставки 1500 рублей. Смотрим во вторую таблицу. При весе более 1000 кг стоимость доставки 1500 рублей. Поздравляю, еще одна победа, и мы выходим на финишную прямую. Наш заключительный пример связан уже с поиском по горизонтали. Как и в случае ВПР, нам необходимо найти выручку по каждому наименованию товара, который располагается во второй таблице. Как вы уже заметили, вторая таблица имеет горизонтальное расположение, поэтому встаем в ячейку С2 и начинаем прописывать формулу ГПР. Равно ГПР, искомое значение, кирпич. Таблица. Выбираем диапазон. Фиксируем ее. Номер строки. Важно отметить то, что ВПР ищет по номеру столбца. Здесь выбираем номер строки 2. Точное совпадение 0. Протягиваем данную формулу. Проверяем. Продажи цемента составили 357 тысяч рублей. Во второй таблице продажи цемента также составили 357 тысяч рублей. Все верно. Вот и все. Дело раскрыто. Мы очень надеемся, что данное видео было для вас полезным, и такие аббревиатуры, как ВПР и ГПР, для вас стали верным помощником, а не просто странным сочетанием букв. И для тех, кто хочет продолжить с нами наше расследование, предлагаем внимательно посмотреть на набор букв и символов под лампой. Есть какие-то предположения о деле номер 2? Кто этот незнакомец? Делитесь своими версиями и предположениями, а также впечатлениями в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всегда ваш удачный клик!